Огромный привет всем, кто заглянул на мой канал. В этом влоге мы начнем готовиться к Пасхе. Немного уборки, немного готовки, покупки, подарки. Немного о ценах расскажу. В общем, сегодня будет немного насыщенный влог. Я уже позавтракала, умываюсь. С утра я умываюсь всегда холодной водой. Говорят, это полезно. И обычно, когда я остаюсь дома, я не крашусь, а просто протираю лицо мицеллярной водой, и все. Сейчас я пользуюсь вот такой. Классная, мне нравится. Если я не ошибаюсь, это итальянская фирма. И в состав входит алоэ, водоросли. И еще я прочитала, что туда входит гаммамелис. Я первый раз слышу об этом растении. Но я прочитала, это лекарственное растение. И если честно, я и вечером, когда умываюсь, протираю лицо и шею только мицеллярной водой и все. Я не пользуюсь кремами перед сном. Крем я наношу только перед макияжем. Может, это и неправильно, но говорю как есть. По крайней мере, пока так. Я уже заправила постели, прибрала в ванной комнате и запускаю стирку. Я пользуюсь жидким порошком и обязательно добавляю кондиционер. Напишите, каким кондиционером вы пользуетесь. Я очень люблю Ленор, но он дороговатый. А вчера я потрудилась, разморозила морозилку и помыла хорошенько холодильник. Когда я мою холодильник, добавляю в воду обязательно уксус. Это как натуральное средство. Он устраняет и неприятные запахи и дезинфицирует. Как раз ездим с мужем за продуктами и заполним уже чистенький холодильник перед праздниками. Пока я организовала то, что у меня оставалось, но почему я занялась холодильником? К праздникам я постоянно пеку закусочные пироги и замораживаю их, это очень удобно. А в этот раз я еще решила испечь закусочные булочки и круассаны. Смотрите, сколько всего я напекла, тем более, что 1 апреля день рождения сына. 5 апреля у нас Пасха в Италии, а 6 апреля Вадим празднует Паскуэту с друзьями, и каждый что-нибудь приносит, надо будет и ему дать. Все обожают эти закусочные пироги, но в нашей семье пеку их только я. Девчата, это так выручает, что можно их заморозить, а в день праздника размораживаете, заправляете, и вкусное блюдо готово. Не тратите потом на это много времени. И что еще классно, что их можно заправлять разными начинками. И вся эта выпечка отлично подходит для фуршетных столов. Кто подписан на мой кулинарный канал, наверное, видели уже, чем их можно заправлять. На канале у меня уже есть 2 видео. Давайте я вам оставлю ссылочки в описании под видео. Кого заинтересует, посмотрите. А вот булочки и круассанчики обычно заправляют различной мясной нарезкой. Или майонезом с салатами и креветками. Или бризаулой, рукколой и пармезаном. Или майонезом и баклажанами на гриле. Пишите, если вам интересно, я сниму для вас видео. А вот как я пеку эти булочки и круассаны, на днях я выпущу видео на кулинарном канале. Ссылочку на мой кулинарный канал вы также найдете в описании под видео. Но прежде чем заморозить, нужно обязательно разрезать их пополам. И пироги, и булочки, и круассанчики. Вот таким вот образом. И затем отправляю в пакеты и в морозилку. И я уже со всем этим справилась. Еще я убрала в спальне и в зале, и постирала шторы. Сейчас все переглажу и сразу повешу. Девчонки, с тех пор, как я открыла канал на ютубе, у меня намного меньше времени для дома. Я не успеваю вовремя погладить или уделить больше времени уборке. И меня немного это раздражает. Я так люблю, когда все чистенько, убрано, организовано. Но иногда мне нужно просто закрыть на это глаза. Я еще никак не научусь распределять свое время. Тем более, что каждый день я еще полдня работаю. А иногда приду с работы, поем, но мне прямо так хочется спать, девчонки, приходится пойти поспать немного. И потом злюсь на себя. Напишите, вы все успеваете, как вы распределяете свое время. Тем более, что все мои видео я снимаю сама. Сама их монтирую, публикую, озвучиваю. Иногда сижу до часу ночи. Иногда подключаю мужа, прошу его помочь убрать или приготовить есть. Хорошо, что хоть он мне немного помогает. Я уже все перегладила, сейчас повешу тюли. В спальне я уже повесила и тюли, и шторы, а в зале оставлю пока только так, хочу купить сюда новые шторы. Вот и все у меня чистенько, только у Вадика в комнате еще нужно будет сделать генеральную уборку. Если успею, уберу перед Пасхой, если нет, уже после праздников уберу. И тут мы с мужем поехали по магазинам, нам нужно было кое-что прикупить. Девчонки, у нас уже были такие теплые весенние дни, а сейчас опять снизилась температура и стало холодно. Такая переменчивая погода. Наверное, на Пасху тоже будет холодно.
Мы столько магазинов обошли, купили немного продуктов, и еще я купила много покупок для дома, для кухни. В магазинах я ничего не снимала. Вы знаете, девчонки, в некоторых магазинах не разрешают снимать, я не знаю почему. А смотрите, какие кустарники здесь красивые. Молоденькие листочки у них все красные. Сейчас я соберу себе несколько веточек. А эти полевые цветочки, какая прелесть. Соберу и букетик таких цветов. Обычно полевые цветы за пару дней вянут, а эти держатся подольше. Я в прошлом году уже такие собирала. Мы до позднего вечера ездили по магазинам, и мы такой красивый закат поймали. Боже, девчонки, посмотрите на эту красоту. Черные стволы деревьев на фоне заката. Красиво, правда? Хотелось снимать и снимать. Очень красиво. Какие краски. Вот мы уже и дома. Я не знаю, как у вас, а у нас цены растут и растут. Я зашла в мясной магазин, купила кило 200 фарша. И я всегда прошу, чтобы мне сделали микс говядины со свининой. Но я столько никогда не платила за фарш. Видите, я покажу вам чек. 15 евро за килограмм. Я заплатила 18,50. Мне кажется, за фарш это немного дороговато. Напишите мне, у вас тоже цены так растут? Это я вам показала пример, но цены поднялись на все. Я немного мяса отложила в сторону, а остальное уберу в морозилку. Сегодня приготовим с вами вкусную пасту. А теперь покажу вам, что мы купили из фруктов и овощей. Взяли один фенхель для салатов. Фенхель стоит 2 евро за килограмм. Взяла немного кабачков, они были по 2 евро за килограмм. Это считается дешево. В этот период они обычно стоят 4-5 евро. Взяла один маленький салатик по 2 евро за килограмм. Все салаты были по 2 евро, только айсберг был подороже. Взяла немного помидоров, я буду заправлять закусочные пироги с помидорами и тунцом. Помидоры были по 3,50, это были самые дешевые по 3,50. Еще взяла несколько киви по 3 евро за килограмм, я хочу сделать немного бутербродов. Взяла немного апельсинов, апельсины были по евро 50 за килограмм. Буду делать салаты с фенхелем. Вот такие зеленые яблочки, именно эти зеленые 2 евро за килограмм. Еще взяла связку бананов, самые дешевые бананы евро 30 за килограмм. Еще взяла лимоны, я буду печь пасхальные хлебцы, мне понадобятся и апельсины, и лимоны. Лимоны 3 евро за килограмм. И все это мы покупали в египтянской лавке, там намного дешевле. Если поехать в супермаркет, там еще дороже. Смотрите, как красиво смотрятся полевые цветы, которые я вам показывала. Получился такой нежный букетик. Я почему-то так люблю белые цветы, они смотрятся намного нежнее. Наверное, ни один мой влог не обходится без букетика цветов. А еще я тут добавила свечу с ароматом жасмина, но еще ее не зажигала. А теперь пойдемте готовить. Из кабачков мы сегодня приготовим пасту с кабачками и фаршем и фриттату из кабачков. Простые рецепты, но очень вкусные. Кабачки у меня маленькие, я их нарезаю кругляшками. Но если у вас есть крупные кабачки, нарезайте их на 4 части, как хотите, как вам удобно. А я вам еще не показала эту красоту. Я оторвала снизу все зеленые листочки и оставила только красные, так красивее. А теперь беру глубокую сковороду, добавляю немного растительного масла и отправляю туда кабачки. Беру глубокую, потому что буду в конце перемешивать в ней пасту, так удобнее. И готовлю кабачки до полуготовности. Добавляю немного соли, немного черного молотого перца и немного овощной приправы для вкуса. Когда кабачки почти готовы, добавляю фарш. Я его руками немного сразу измельчаю. Слегка поджариваю фарш вместе с кабачками, постоянно помешивая. Но долго готовить не нужно. Как только мясо поменяет свой цвет, готово. Вот видите? Хватит, я выключаю. И когда Джампьеру придет домой, я только отварю пасту и смешаю. А сейчас поджариваю на сковороде остальные кабачки. Приготовим еще и фриттату. Когда кабачки почти готовы, добавляю мелко нарезанный лук. И хорошенько поджариваю.
Добавляю черного молотого перца, немного овощной приправы и солю немного. И поджариваю до румяного цвета. Пока кабачки с луком поджариваются, я разбиваю в тарелочку 4 яйца. Добавляю черного молотого перца. Я перец добавляю везде. Немного присаливаю. И еще добавляю немного куркумы. Я читала, что она полезная, особенно в сочетании с черным перцем. Хорошенько все взбиваю. И заливаю кабачки. Убавляю огонь до минимума и накрываю крышкой. Когда фриттата схватилась, я переворачиваю на другую сторону и делаю это с помощью крышки. Так намного удобнее. И оставляю еще пару минут на огне. Вот и готова моя фриттата, быстро и вкусно. Джампьеро уже пришел домой, вода у меня закипела, и я кидаю спагетти. Варить их нужно в подсоленной воде. После того, как сварили, процеживаем и добавляем в сковороду к кабачкам и фаршу. И чтоб не получилось немного суховато, можете добавить немного водички, в которой варится паста в сковороду. И вот такое простое, аппетитное и вкусное блюдо мы с вами сегодня приготовили. И обязательно посыпаем пармезаном, так намного вкуснее. А фриттату мы оставили на ужин. А сейчас смотрите, какое пасхальное яйцо мы купили. Сейчас откроем, посмотрим. Это из молочного шоколада с лесными орешками. Стоило это яйцо около 9 евро. И весит 300 грамм такое яйцо. А сейчас посмотрим, какой сюрприз нам попался. Это что-то из бижутерии. Сейчас открою, посмотрю. А это браслетик с кулончиком. Вот видите? А кулончик в форме Юпитера. Симпатичный. Кто-то из вас увлекается астрологией? Я прочитала, Юпитер – это планета удачи, роста, изобилия, успеха. Вообще-то я не огромный любитель носить бижутерию, но оставлю его себе как талисман. Наверное, не зря он мне попался в пасхальном яйце. Надеюсь, принесет мне удачу. А сейчас я разобью это яйцо, посмотрим, какое оно внутри. Смотрите, сколько орешков. О, один сейчас сразу съем. Обожаю орешки. Сейчас разделю его на небольшие кусочки и отправлю в контейнер. Хотя надолго оно не задержится. Такие шоколадные яйца в Италии продают только в период Пасхи. А эту коробочку уже нам подарили. Это травяные чаи, набор разных вкусов. На самих пакетиках не написано по-итальянски, что это за чаи. Надо будет посмотреть в книжечке. Вот этот красный, вроде я поняла, цветочный. Этот вроде бы успокаивающий, но потом я уже все прочитаю поподробнее. В этой книжечке все описано поподробнее, но сейчас я поищу, если есть по-итальянски. Тут все по-английски. А вот на этой странице есть и по-итальянски. Ну ладно, я потом прочитаю. Классная идея вот так подарить коробочку разных чаев, правда? Как вы знаете, Вадим у меня фанат чая, так что это супер подарок для него. Еще вот такой чай нам подарили. Такие прикольные баночки. Сейчас откроем, посмотрим. Смотрите, здесь еще такая штучка. А, здесь пакетики. Я сначала думала, что он будет рассыпной. Это я прочитала черный чай с клубникой. А этот я сейчас открою, должен быть с персиком и яблоком. А вот видите, даже белые кусочки фруктов видны в пакетике. Обязательно попробуем. Тоже классный подарок.
А смотрите, какие наборы у нас тут можно заказать для детишек на Пасху. Это моя подружка купила детишкам. Такие прикольные. Это все из шоколада. Все детали, все сделано из шоколада. Так прикольно, молодцы. Вот это работа. Это в одной из кондитерских Витерба. А эту коробочку мне подарили на работе. Здесь пасхальная коломба с шоколадными каплями. И еще есть маленькая коробочка с сюрпризом. Тоже должно быть что-то из бижутерии. Сейчас откроем, посмотрим. Это коломба. Потом я ее открою, покажу вам. Это итальянский традиционный пасхальный десерт. Мне больше интересно, что в коробочке. Сейчас откроем вместе, посмотрим. Мне прям уже не терпится. Ну и что тут нам попалось? А, это, наверное, тоже браслетик. Только с божьей коровкой. Сейчас я открою, посмотрю. Видите? Или цепочка, или браслетик. Нет, это браслетик, еще один браслетик. Виталий считает божью коровку тоже как талисман на удачу, так что мне сегодня двойная удача улыбнулась. Сколько счастья меня ждет. Будем надеяться. И вот так выглядит классическая пасхальная коломба. Сейчас я украду один миндаль, а потом уже с чаем поем кусочек коломбы. И давайте я вам покажу еще, какой я себе заварник для чая купила. Смотрите, какой симпатичный. Он из боросиликатного стекла с бамбуковой крышкой. Стоил он около 7 евро. Сейчас я его распечатаю, посмотрим вместе. Так люблю стеклянную посуду. И белую люблю посуду, без всяких рисунков. Смотрите, на крышке есть силиконовая прокладочка. И вот такое ситечко для рассыпного чая. Остальные мои покупочки я вам покажу как-нибудь в другом влоге. Мы уже поужинали, я все прибрала и помыла, а сейчас устрою момент релакса. Написано, что чайник можно ставить на огонь, сейчас испробуем. Я надеюсь, он не треснет. Крепкий чай на ночь я пить не буду, а как раз попробую травяной чай, который нам подарили. Раз уж я буду использовать пакетик с ситечком, я сегодня пользоваться не буду. Вода закипела, заварник прошел пробу на отлично. Я надеюсь, что я его не разобью быстро, что-то у меня последнее время все летит из рук. И сейчас создадим атмосферу. Выключим свет, зажгем свечи. Так люблю в полумраке, в тишине и наблюдать за огнем. Все-таки я решила попить чай без ничего. Мне хотелось бы скинуть пару килограмм, так что вечером я лучше есть сладости не буду. Я и в чай сахар не добавляла. Уже после праздников постараюсь взять себя в руки, есть меньше сладостей и побольше активничать. Есть как можно больше разных салатов. Девчонки, я тут пью чай и думаю, я столько рецептов приготовила к праздничному столу. А что если в конце я пущу по экрану фотки и пронумерую, а вы посмотрите, если это вам, конечно, интересно. Если вас какой-то рецепт заинтересует, вы под этим же номером найдете ссылочку в описании под видео и посмотрите. Ну, конечно, кого рецепты не интересуют, вы просто пропустите этот момент. Ну ладно, чай я допила и пойду отдыхать. С вами я прощаюсь, увидимся в следующем влоге. До скорой встречи! Ну а кому интересно, что можно приготовить к праздничному столу, предлагаю вам посмотреть эти рецепты.